Ты здесь. Проходи, садись. Кудри. Да. Просто подстриглась. Ну, где твои конспекты? Они нам понадобятся для написания сочинений по Шекспиру. Ты на какую тему пишешь? Круто. Все ясно. Я тебе какао сделала. С маршмеллоу. Вот, держи. Ну и ливень. Хочешь о погоде поговорить? Я не очень люблю дождь, холод и сырость. Не мое. Хотя я не воспринимаю дождь как плохой знак, скорее как что-то неизбежное. С солнцем я попрощалась еще в Аризоне. Прости, моя неуклюжесть просто феноменальная. Давай просто продолжим писать сочинение. Тайлер. Да, он подходил, спрашивал, не пойду ли я с ним на выпускной. Пришлось ему отказать. Эрик с Майклом уже до этого подходили. Да уж, после той аварии на школьной парковке я к моему ужасу стала самым популярным человеком в школе. Да еще и Эдвард с Джейкобом. Они странные. Мне кажется, все в Форксе странное. Будто Форкс хранит свои секреты.
в мистику, но мне кажется, будто кто-то или что-то наблюдает за нами. Мне все снится сон по ночам, что я не одна. Мне снится, что кто-то, похожий на Эдварда Каллена, будто смотрит на меня откуда-то с потолка, а когда я открываю глаза, то никого не вижу. И еще это как бы скуление под окном по ночам, а на утро там, как бы тебе сказать, собачьи кучки. Да, все это как-то не стыкуется. Может, стоит поискать что-то из местных легенд. Я слышала, тут есть старые легенды племен, рассказы о животных, лесах, даже о странных существах. Хотя с таким интернетом в Ворксе все равно ничего не найдешь. Знаешь, это все не важно. Поехали прямо сейчас в Порт-Анджелес. Там должен быть нормальный книжный и кафе с Wi-Fi. Цивилизация. Конспекты подождут. Если нас не съедят, конечно же. Да. Поехали. Эй, ты, извини, в книжных я превращаюсь в зануду, так что если я вдруг залипну, ты не обращай внимания. Можешь поискать пока что-то из местных легенд, что-то из мифологии. Надеюсь, мы найдем ответы на все эти вопросы. Кажется, я что-то нашла. Вот, послушай.
узнали о тех, кто не был людьми. Они пришли в лес, голодные, охотясь на все живое. Их глаза сияли, а тела были холодны, как лед. Наши воины, дети волка, встали на их пути. В ту ночь великий вождь Квилетов увидел, как чужаки охотятся на нашей земле. Но они сказали: мы другие, мы не такие, как остальные из нашего рода. Тогда был заключен договор. Чужаки поклялись не переступать границ наших земель, а народ поклялся хранить молчание о том, кто они на самом деле. А ведь Джейкоб говорил, что калины в лапуш не суются. Что бы это значило? Калины ведь недавно переехали из Аляски. Я совсем запуталась. Холодная кожа, грация, то, как говорит Эдвард, больше свойственно английскому роману прошлого века, но никак не подростку. Давай отыщем кафе с Wi-Fi и попробуем поискать что-то. Да, пошли. Эдвард Каллен сексуален, Эдвард Каллен. Укуси меня, ведь я теперь твоя, мой милый Эдвард. Эй, я проголодалась, а ты? Да, я бы поела. Я буду гамбургер, наверное. Спасибо. Давай я пока подключусь к Wi-Fi. Так, сработало. Попробуй поискать по ключевым словам. Хладный Апотамкин. Демоны ночи. Живые мертвецы. Скорость. Сила. Вампиры. Спасибо. Да, еда. Только я могу превратить обед в катастрофу. Извини, не хотела портить тебе аппетит. Если бы это был не кетчуп, а кровь. Может, пойдем прогуляться куда-нибудь в лес? Кажется, мне нужно переварить не только этот бургер. Пойдем.
Знаешь, я обычно страдаю в одиночку. Одиночество меня не тяготит. И я такая неуклюжая. Ты знаешь, порой мне кажется, что из-за этого я не очень хорошо лажу с людьми. Ты, наверное, первый человек в Форксе, с кем я чувствую себя собой. Я страдаю больше, чем показываю. И ты понимаешь меня в этом. Разговорчивой меня не назовешь. Я ненавижу сюрпризы. Я во всем не такая, как все. Я всегда шла не в ногу. Буквально спотыкалась по жизни. Я не была нормальной. Я ненормальная. Такой и буду. Джейкоб, это ты? Джейкоб? Так, ничего. Просто оставлю это здесь. Знаешь, я начинаю понимать. Эдвард, я думаю, Эдвард, он во... Эй, ты как? Тебя напали в лесу. И я отвезла тебя в больницу. Там сказали просто шок. Поэтому я привезла тебя сюда. Пусть все думают, что у нас просто ночевка. И лишних вопросов не задают. Вот. Полюбуйся. Перебинтовала тебе руку. Небольшая рана. Ничего серьезного. Нужно просто повязку поправить. Да. Как ты? Я, конечно, не доктор Калин, но хоть что-то. Хочешь воды или... Поняла. Если вдруг хочешь поплакать в одиночестве, держи мой плеер. Я бы тоже сейчас поплакала, но оставлю это удовольствие на потом. Ведь завтра в школу. Знаешь, в книжном. Кажется, у тебя волосы немного запутались. Давай я попробую
как-то причесать. Ты прости, я не очень разбираюсь в прическах. Ну, да. У тебя красивые волосы. Прости, я же говорила, я не умею расчесывать волосы. Сейчас поправлю. Ну, как-то так. Да, когда мы были в книжном, я кое-что тебе прикупила. Такой ловец снов. Если вдруг тебя мучают кошмары, Джейкоб дарил мне такой же. Вроде как помогает, наверное. Давай повесим возле твоей головы. Эй. Обещай мне одну вещь. Давай забудем все, что сегодня было. Так, поверь, для тебя будет безопаснее. Дело в том, что я не могу рассказать тебе всего, но они не знают, что ты знаешь. А для меня важно, чтобы с тобой было все в порядке. Договорились? Давай я принесу тебе какао. Не хочешь? Ну тогда оставлю тебя. Спокойной ночи. Не переживай. Я позабочусь о том, чтобы с тобой было все хорошо. Ведь ты теперь мой близкий друг. Да, давай. Спокойной